Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу рецепт картофельного пирога. Мне кажется, этот рецепт вы еще не готовили и не видели, поэтому обязательно приготовьте его. Рецепт несложный, а пирог получается вкусный, сытный и, как вам сказать, он абсолютно не похож на все остальные другие пироги. Попробуйте его приготовить вместе со мной. С начинкой, опять-таки, я вам помогу сегодня, а уже потом вы можете, конечно, делать и свои начинки туда. Но именно вот с такой картошкой, какую я вам покажу сегодня, этот пирог получается замечательный. Попробуйте, мои дорогие, получится у всех и понравится всем. Начнем печь. Сегодня, мои дорогие, мы начнем, конечно, с начинки. Начинка у меня сегодня будет картофельная, как я вам уже сказала. И нам нужно будет отварить картошку. Здесь у меня 1 килограмм 200 грамм уже очищенного картофеля, нарезанного. Я его заливаю водой и ставлю варить. Можно, конечно, при варке добавить соль, но я не добавляю. Как только картофель готов у нас уже, приблизительно это где-то 20 минут, чем меньше вы его нарежете кусочки, чем будут меньше, тем он быстрее сварится. Перекладываю в другую посуду. И нужно будет нам сделать пюре. Пока что в пюре я не добавляю ни сливочное масло, ни растительное масло. Добавляю только соль. Если вы добавили соль при варке картофеля, то уже соль не добавляйте. И добавляю черный перец по вкусу. Нужно будет сделать пюре. Вот такое пюре получается у нас. Пока что мы сюда не добавили ни масла, ни молоко, ничего. Просто одна картошечка. В небольшую сковороду наливаю растительное масло. Приблизительно где-то 5-6 столовых ложек. И добавляю одну луковицу. Луковица у меня крупноватая была сегодня, и я ее на терке на терочке. Натерла на терочке. Перемешиваю, и нужно будет обжарить лук. Как только лук у нас станет прозрачным, он уже будет готов. Сюда можете добавить и чесночок, кто любит. Я не добавляю. Выключаю плиту. И нужно будет соединить масло с луком и картошечку. Все вместе. Начинку сделайте заранее, чтобы она немножко у нас остыла. Но по идее можно делать все одновременно. Делайте точно так, как я, в этом же порядке. Сделаем вот такое пюре и оставляем его остыть. Пока у нас пюре остывает, сделаем тесто. Для теста нужно будет взять 1 стакан теплого молока и 1 стакан теплой воды. 200 мл у меня стакан вмещает в себя. 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка сахара. И здесь у меня 700 грамм муки. Муку, как я вам всегда говорю, добавляем постепенно. Не бухайте сразу всю муку, потому что у всех мука разная. И тесто должно быть именно такой консистенции, как я вам сейчас покажу. Поэтому добавляйте постепенно. 1 пачка дрожжей. Дрожжи у меня быстродействующие. Сухие, 7 грамм. Добавляю остаток муки. Так как я это тесто делаю очень часто, я уже знаю наизусть, сколько у меня муки уходит. Но вы добавляйте постепенно. У вас может быть уйти 600 грамм, 650. Сразу просейте 700 грамм муки, как у меня, и добавляйте по чуть-чуть. Здесь у меня 80 грамм сливочного масла растопленного. Можно прекрасно положить любое растительное масло. Даже маргарин можно растопить. И вот такое тесто у меня получается. Очень приятное на ощупь. Тесто готово, накрываю его крышечкой или полотенцем, кому как удобно, и оставляю, чтобы оно подошло. Так как лето, тепло, за 20 минут у меня тесто подошло очень хорошо. Видите, какое оно замечательное. Тесто без яиц. Перекладываю на рабочую поверхность. И нужно будет разделить тесто на 6 кусочков. Один кусочек у нас будет большой, будет где-то он приблизительно 400 грамм, а остальные 5 кусочков, приблизительно одинаковые, которые будут уже маленькие. Это большой кусочек.
И сейчас разделяю еще на 5 частей. Стараемся, чтобы все наши части были одинаковые. Можно даже взвесить. Начинаем раскатывать вначале большой кусочек теста. Нужно будет раскатать большой круг. Тесто очень легко раскатывается. Я раскатала круг большой, приблизительно где-то 32 сантиметра в диаметре. И здесь у меня еще масло растопленное, приблизительно где-то здесь у меня 70 грамм. В общей сложности уходит 150 грамм или растопленного сливочного масла, или маргарина, или любого растительного масла. Смазываю поверхность и маленький кусочек теста вот таким образом просто руками открываю. Можете точно так же раскатать, если вам легче работать со скалочкой, а не руками, раскатайте. Все эти 5 кусочков раскатайте вот такими маленькими лепешечками. 1/5 часть начинки. Как вы уже поняли, этот пирог можно готовить с любыми начинками. Он всегда получается вкусный, и всегда он у вас получится. Тесто очень хорошее. Равномерно распределяю начиночку. И здесь у меня голландский сыр. Вернее, сыр у меня не голландский, по привычке я его называю, конечно, голландским. Любой сыр можете взять, какой вам нравится. Здесь у меня твердый сыр, натертый на терке. Сюда подойдет любой сыр, который плавится хорошо. И точно таким же образом я и второй кусочек открываю и закрываю начинку. Смазываю снова маслом. И кладу снова картошечку. Точно так же нужно будет сделать и все остальные кусочки теста. 5 лепешечек раскатываем и распределяем начинку. Посыпаем сверху сыра. Это, конечно, по желанию. Можете сыр не добавлять. Здесь уже у меня последняя лепешечка тоже готова. И нужно будет разрезать вот на такие сегменты весь большой круг. И закрываем. Пирог я закрыла. Немножко руками нам нужно будет его открыть вот таким образом. Переносим форму. Форма у меня уже... Переносим форму 32 сантиметра диаметром у меня форма и застелена бумагой. Так как сегодня я хочу испечь, чтобы пирог у меня был вот именно такого размера, я его сделаю в этой форме. Прекрасно можете этот пирог испечь и на большом противне от духовки. Просто-напросто распределите его равномерно по всему противню. Одно яйцо и приблизительно 1 столовая ложка молока. Молоко можно заменить водой. Пирог можно даже маслом смазать, не обязательно его смазывать яйцом. Протыкаем вот так вилочкой весь пирог. Посыпаем кунжутом. Оставляем на столе буквально 10 минут и отправляем в духовку выпекаться. Пирог у меня выпекался при температуре 180 градусов ровно 40 минут. Как только вытаскиваем пирог из духовки, смазываем его обязательно маслом сливочным. Так получается вкуснее. Режем и пробуем. У меня нет терпения, поэтому я вам режу его горячим. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Пирог получается очень хрустящий снаружи, а внутри мягкий. Всем приятного аппетита, всех люблю. Заходите на канал, делитесь своими рецептами, как я вас уже просила, самыми любимыми. Обязательно все буду печь, пробовать и показывать вам. Пока-пока. Всех люблю. До новых встреч на моей кухне.